Французскому гранду интересен Бруно Гимараеш. Мюнхенская Бавария ищет защитника. Брентфорд назвал цену за Айвена Тоуни. Ювентус хочет Диало. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать о том, что у меня есть телеграм-канал, в котором ты найдешь актуальные новости из мира футбола, а также трансляции матчей топовых чемпионатов. Ссылку я оставлю в описании. Лондонский Фулхэм входит в число клубов премьер-лиги, которым было предложено подписать нападающего саудовского Аль-Ахли Роберто Фирмино, сообщает Talksport. По их информации, Фирмино хочет покинуть Аль-Ахли после всего 6 месяцев в клубе, а Фулхэм ищет опытного нападающего в свою команду после того, как летом Александр Митрович перешел в Аль-Хиляль. Сообщается, что Шеффилд Юнайтед также проявлял интерес к бразильцу до того, как их главный тренер был уволен. Роберто перешел в Аль-Ахли минувшим летом. На данный момент его трансферная стоимость оценивается в 10 миллионов евро. Брентфорд назначил цену в 115 миллионов евро за нападающего команды Айвена Тоуни, в услугах которого заинтересованы Арсенал и Челси. Об этом сообщает Sky Sports в социальной сети Twitter. Ранее главный тренер пчел Томас Франк заявил, что Брентфорд не собирается продавать Тоуни в зимнее трансферное окно. В мае этого года Айвен был отстранен от футбола на 8 месяцев за нарушение регламента о ставках. Срок дисквалификации футболиста истекает 16 января. В прошлом сезоне Тоуни провел 35 матчей за Брентфорд во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и 5 результативными передачами. Полузащитник французского Лиона Корентин Толисо привлек внимание турецкого Фенербахче, который готов заплатить за футболиста 5 миллионов евро. В нынешнем сезоне Толисо провел 12 матчей в рамках чемпионата Франции и забил 1 гол. Корентин – воспитанник Академии Лиона. Он выступает за эту команду с 2013-го. В 2017-м полузащитник перешел в Баварию, но через пару лет вернулся обратно в Лион. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до июня 2027 года. Арсенал обратился к Эвертону насчет приобретения полузащитника Амаду Онана в это трансферное окно. Онана утвердился одним из самых важных игроков Эвертона после своего перехода из Лиля за 33 миллиона фунтов летом 22-го. Игрок выходил в стартовом составе на 15 из 20 матчей ирисок в этом сезоне в АПЛ и забил 1 гол. Своей игрой Онана привлек внимание главного тренера Арсенала Микеля Артеты, и Team Talk сообщает в эксклюзивном материале, что сейчас канониры оформили свой интерес к Амаду в конкретный запрос. Арсенал рассматривает Онана в качестве одной из альтернатив Дугласу Луису, продажу которого в январе Астон Вилла исключает. Эвертон тоже не горит желанием продавать Онана посреди сезона, и только огромная сумма, порядка 70-90 миллионов фунтов, заставит ирисок отпустить игрока, которого в прошлом также сватали в Челси и МЮ. Туринский Ювентус собирается предложить французскому Лилю около 3,5 миллионов евро за португальского защитника Тиагу Диало. Об этом сообщает журналист Санти Аруна. По его информации, в Ювентусе уже получили согласие на переход от игрока и рассчитывают, что с их предложением у них получится опередить миланский Интер, который также заинтересован в игроке. В руководстве туринца все больше и больше уверены в том, что смогут завершить сделку этой зимой. Диало выступает за Лиль с 2019-го. В текущем сезоне он не провел ни одного матча из-за травмы крестообразных связок. Ориентировочная стоимость по данным Трансфермаркт – 15 миллионов евро. Манчестер Юнайтед проявляет заинтересованность в том, чтобы приобрести защитника Жирона Мигеля Гутьерреса. Об этом сообщает The Sun. По их информации, за последние несколько недель скауты Красных Дьяволов неоднократно посещали матчи Жироны, в которых принимал участие 22-летний футболист. Подчеркивается, что МЮ всерьез рассматривает вариант с тем, чтобы приобрести Гутьерреса уже в период действия текущего трансферного окна. Манкунианцы нуждаются в усилении позиции левого защитника после того, как клуб покинул Серхио Регилон. Французский ПСЖ проявляет интерес к полузащитнику Ньюкасла Бруно Гимараешу и готов заплатить за футболиста 115 миллионов евро, сообщает испанское издание Sport.es.
По информации источника, лично главный тренер парижан Луис Энрике заинтересован в сотрудничестве с Бруно. Отмечается, однако, что Ньюкасл не хочет расставаться с футболистом, который присоединился к клубу в 2022. Ориентировочная трансферная стоимость игрока — 85 миллионов евро. Лондонский Арсенал рассматривает вариант с подписанием молодого защитника Аякса Йорала Хато. Об этом сообщает The Telegraph. По информации источника, канониры хотят приобрести футболиста в летнее трансферное окно. 17-летний Хато считается одним из самых перспективных игроков Европы и может играть на позиции центрального или левого защитника. У футболиста осталось 18 месяцев до конца его текущего контракта, хотя Аякс хочет связать его новым долгосрочным соглашением. Трансфермаркт оценивает рыночную стоимость игрока в 22 миллиона евро. Эрик Дайер может продолжить карьеру в Баварии. По данным журналиста Флориана Плеттенберга, мюнхенцы устно согласовали переход с защитником Тоттенхэма. Бавария также рассматривает другие кандидатуры, однако Томас Тухель хочет, чтобы новые подписания были сделаны как можно скорее. Отмечу, что Эрик рассматривался Баварией этим летом в качестве замены Бенджамену Павару. Сообщается, что Бавария считает Дайера одним из наиболее предпочтительных кандидатов, поскольку он способен играть на нескольких позициях в защите. Окончательное решение пока не принято, но ожидается в ближайшие дни. Манчестер Юнайтед активировал опции продления контрактов с 3 футболистами. Информацию подтвердил главный тренер команды Эрик тен Хаг. Красные дьяволы пролонгировали трудовые соглашения с Виктором Линделёфом, Аароном Ван Бисакой и Ганнибалом Межбри. Теперь контракты этой тройки действуют до середины 2025 года. Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал, что полузащитник его команды Доминик Сабослай травмировал заднюю поверхность бедра. В ближайшие 2 игры венгерский футболист пропустит. У него травма. Задняя поверхность бедра. Дом настроен очень позитивно. Ему было не так больно, но нужно подождать. В воскресенье он точно не сыграет. В среду тоже. А там будет видно. Надеюсь, к тому времени он будет в строю. Но посмотрим, сказал Юрген. Сабослай перебрался в Ливерпуль минувшим летом из Лейпцига. Футболист Брюгге Тайжон Бьюкинен перешел в Интер. Нерадзури объявили о трансфере 24-летнего канадца, не уточнив срок контракта. Ранее сообщалось, что итальянский клуб заплатит 7 миллионов евро в качестве фиксированной суммы за переход игрока, а с учетом бонусов общая сумма может составить 10 миллионов евро. В текущем сезоне чемпионата Бельгии Бьюкинен провел 12 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 передачи. Бенфика оформила трансфер 20-летнего бразильского форварда Маркоса Леонардо из Сантоса за 18 миллионов евро, сообщает официальный сайт клуба. Португальская Бенфика и бразильский Сантос достигли договоренности о переходе игрока этой зимой. Срок соглашения действует до июля 29-го.